Кто такой тачер или нуб? Что такое флексить, шеймить, рофлить, спамить? И знаешь, тогда мы разберем эти слова. Бонжорно, ребятки, вы снова на моем подкасте Helpmaster, где мы изучаем разговорный русский язык через контент на русском языке, где я рассказываю вам разные истории, интересные факты из русской жизни, и где мы пытаемся понять, о чем же говорит и как думает русский Иван или Вася. Давайте, пусть сегодня будет Вася. Сегодня я подготовил для вас такие слова, которые используются в молодежном русском сленге. Часто очень люди постарше меньше используют, даже многие не знают этих слов. Я попытаюсь максимально простыми словами объяснить значение этих слов. Нет, это даже, кстати, будет интересен, наверное, выпуск не только иностранцам, а людям постарше, потому что этими словами в основном пользуются молодые люди, тинейджеры, люди постарше. Многих слов этих просто не знают. Ну что, готовы? Заваривайте чаек, крутите сечок, а мы... Многие из этих слов пошли в русский язык из иностранных языков, в частности, в большей степени из английского языка, из видеоигр, из стримов, различных видео в ютубе, на других платформах, фильмах и прочее. Поэтому сейчас простыми словами о некоторых из них я вам расскажу. Итак, первое слово «нуб». Что же такое «нуб»? Этот термин происходит из английского языка. «Ньюби» обозначает молодой, неопытный, начинающий. Также и в русском языке «нуб» — это молодой, неопытный игрок в какую-то игру. В основном это так. Это пошло из компьютерных игр, где неопытных людей, кто очень плохо играет, кто только начал играть, их называют нубами. Нуб — неопытный человек. И, как правило, конечно, никто не хочет, чтобы у него в команде играл новичок, нуб, и стараются избегать, потому что команда, скорее всего, проиграет, потому что чем больше нубов, тем слабее команда. Обычно, если человек плохо играет, к нему относятся совсем неуважительно, и люди уверены, что выиграют эту команду, в которой много нубов. Но на их месте я бы не расслаблялся, потому что иногда даже очень слабый новичок выводит всю игру вперед, и команда может выиграть. Да, он не умеет играть, это нуб полнейший. Запомнили, нуб — это новичок. Теперь второе слово «рофл». Этот термин пошел из английского языка. Рофл — это roll on the floor laughing, что переводится как кататься по полу со смеху. В русском языке примерно то же самое. Рофл — это значит смеяться над чем-то, угорать, веселиться. Очень смешно. В интернет-сленге, в комментариях, если кто-то пишет рофл, значит понятно, что шутка была очень веселая, прикольная, очень смешная, всем понравилась и в том роде. Но у этого слова есть глагол рофлить. Рофлить — это значит очень смеяться, но только над кем-то. Не просто смеяться, а смеяться над кем-то, угорать над кем-то. Пойдем зарофлим этого нуба за такую вялую игру. Запомнили. Рофл — смеяться. Рофлить — смеяться над кем-то. Ну, повторим, это новичок. Итак, присаживаемся поудобнее. Следующее слово. Конечно, часто употребляемое слово «пранк». Если вы старая бабка, вы, наверное, этого слова еще не знаете. Пранк, опять же, с английского слова пошел. Пранк — это прикол. Чаще всего пранк — это подразумевает в себе шутку над кем-то с целью просто посмеяться, подвеселиться, поугарать над кем-то. Но иногда пранки заходят слишком далеко, доводят людей до слез, до истерики. Такие шуточки
доводит иногда и не совсем к хорошим последствиям. Но пранк сам по себе — это шутка над кем-то, над чем-то с целью повеселиться. Ну тогда пример такой. Пацаны пранканули бабку, и у нее случился сердечный приступ. Тут. Короче, вот, запранкали бабушку, и она туда. Запомнили, пранк — это розыгрыш. Следующее слово proof. Что такое proof? Proof из английского слова доказательство или подтверждение. Часто тоже можно услышать или в комментариях где-то: где твои пруфы? Давай сюда пруфы. Чаще всего proof обозначает, если есть какой-то факт, его надо подтвердить. Давай сюда пруфы, это значит кидай картинки, фотографии, ссылки на источники, название книги, статьи и все такое, где можно удостовериться в подлинности информации, которую ты даешь. Proof — это доказательство. Земля круглая, да? Давайте свои пруфы сюда. Или плоская. Кто считает, что Земля круглая, ставьте плюс. Кто считает, что Земля плоская, ставьте минус. Давайте сюда свои пруфы. Наступный припинок — стримить. Стримить с развитием интернет-технологий появилось такое выражение «стримить». Это значит вести прямую трансляцию видео или звука прям онлайн на каких-то ресурсах, YouTube или по телевидению. Обычный онлайн матч игровой — это тот же самый стрим, поэтому стрим — это прямая трансляция чего-либо. Во вторник в 18:00 у меня будет стрим, где мы будем разбирать самые популярные русские маты. Приходите, подписывайтесь, смотрите и играйте вместе со мной. Я профессионально умею ругаться русским матом, но об этом, наверное, чуть попозже. Это было небольшое отступление, давайте дальше. Следующее слово — тащер. Что это за ящер-тащер такой? Тащер пошло от глагола вытаскивать, тащить. Тащер — это человек, это игрок, который вытаскивает на себе всю команду, даже которая уже команда стремится проиграть матч. Тащер берет инициативу в свои руки. Это может быть капитан команды, либо просто один какой-то игрок в команде, который собрал свои силы все в кулак, в этот сильный кулак, и пошел и один разгромил команду соперника. Тащер — это чувак, который вытаскивает команду. Это может быть очень сильный, либо изначально очень сильный, либо в определенный момент мобилизирует все свои силы и вытаскивает команду. Легенда баскетбола Майкл Джордан не раз брал инициативу в свои руки и вытаскивал команду. Вот вам пример тащера. Майкл Джордан — тащер. Еще один такой глагол — флексить. Что такое флексить? Флексить имеет два значения. Первое — это танцевать, колбаситься под музыку в каких-то определенных условиях, ритмично двигаться под музыку. Флексить — то же самое, что танцевать, колбаситься, отдыхать весело под музыку, под какие-то ритмы. Это называется флексить. Бабушки, пойдем подфлексим под старинную музычку. Мы вчера так флексились в клубе, что Наташа сломала твой каблук. Напишите в комментарии, нормально ли у меня получается голос девушки изображать. Второе значение слова флексить — это хвастаться, делать что-то на показ, выпендриваться. Это можно простым русским словом можно сказать, что это флексить — это выебываться, демонстрировать свое превосходство, показывать, что вы лучше, чем другие, хвастаться. Вот это все флексить. Чувак, хорош флексить, все и так знают, что у тебя очень богатые родители, зачем ты делаешь это на показ. Флексить — танцевать,
хвастаться, появляться. Итак, что у нас? Что у нас следующее? Хайп. Мне кажется, что это слово в последнее время стало очень популярно. Хайп это что-то, это какой-то сильный ажиотаж, шумиха, большой резонанс над какой-то определенной новостью, идеей или еще в чем-то. А хайпить это ловить волну на каком-то ажиотаже. Многие этим пользуются, какая-то определенная происходит новость, какой-то клип, где-то какая-то шумиха, и начинает друг друга поливать грязью какой-нибудь, делать видеоролики на эту тему, какие-то посты, пытаются схайпить, собрать максимальный ажиотаж и шумиху вокруг этой новости. Хайп, шумиха, пусть будет шумиха. Если я не совсем правильно объясняю, или вам не совсем понятно, вы напишите в комментарии, я попытаюсь, может быть, еще максимально простым каким-то языком вам это объяснять. А сейчас у меня заканчивается пленка в камере. Следующее такое небольшое слово. Читер. Читер это термин в интернет-культуре, который используется для обозначения человека очень хитрого, который жульничает и играет против правил. Где-то подмухлевывает, где-то обманывает. Если брать компьютерные игры или интернет, использует какие-то определенные программы, техники запрещенные, нарушает правила, печатает разные коды. В детстве мы постоянно что-то там печатали, нарушает договоренности в игре, где-то может хитрить как-то незаметно. Для того, все, конечно, делается для того, чтобы вывести свою игру до победного конца. Читер – это жулик, который действует не по правилам. Он выиграл этот матч, потому что он читер, он жулик, он схитрил и поэтому победил. The next one. Шеймить. Шеймить – это осуждать кого-либо, унижать кого-либо за какие-то его поступки, за его одежду, за его внешний вид, за его поведение, за его какие-то поступки, за то, что он о ком-то как-то плохо сказал, либо наоборот, из-за того, что он о ком-то очень хорошо говорил. Шеймить – это осуждать публично кого-то. Иногда шейминг доводит до того, что люди психически становятся неуравновешенными, обижаются, начинают делать какие-то действия очень плохие. Так что, ребятки, живите дружно, не шеймите друг друга. Его быстро зашеймили за ту фотографию в гараж с той бабой. Ладно, если я вам надоел, можете порофлить меня в комментариях, можете зашеймить, захейтить, что хотите. Короче, ребятки, ставьте лайки или дизлайки, хотя, если честно, мне пофиг. У каждого есть свое мнение. Спасибо, что досмотрели этот эфир до конца. С вами был ваш сенсей в мир русского языка, Helpmaster. Пока.